Привет, меня зовут Иннокентий. Я старый мудрый филин и ваш помощник на пути к диплому. 100 измерение, а здесь 402-е! Ладно, работаем с чем есть. Фините энкатетем. Это что за бабуйня? У нас мало времени. Твое измерение шквароворотится. Ты сообразительная птица и не станешь разводить панику. Поэтому просто выслушай меня. Тебе легко говорить. Как раз-таки нет. Рот-то не открывается. Я знаю это чувство, бро. Об этом и речь. Ты должен знать правду о своей жизни. Твое настоящее имя — Вандри Кугла. И ты перчаточная кукла. Тебя создала шведский дизайнер Катрина Анна в 2012 году. Спустя 5 лет российская компания «Магазин знаний», которая помогает студентам в учебе, решила провести маркетинговую акцию и заказали у одной видеостудии YouTube блог на заказ с твоим участием. Все шло нормально, пока твои создатели не решили сделать выпуск с массой отсылок. И тут по сценарию выхожу я, ломаю 4-ю стену и создаю шквароворот. Это что? Сказка такая? Это жизнь такая! Посмотри под ноги! Во мне рука! Времени совсем мало, слушай. Скоро все вернется на круги своя, но шквароворот еще даст о себе знать в следующем году. Верь в мою веру в тебя и иди за белым кроликом. Если вы будете применять все, что я вам говорил, то сможете легко сдать диплом. И не теряйтесь, переходите по ссылке в описании. И у меня для вас специальное предложение. Пока. Так, стоп, ну хватит. Это уже 5-й дубль, думаю, нормально получится. Надеюсь, нам это выложится на полностью. А что заказчик говорит? Но заказчик говорит, что если мы не наберем до мая 10 тысяч подписчиков, то шоу закроем. Ну нормально, я думаю, зрители оценят. Дай бог. Ты должен отговорить их использовать это. Ауч! Ни в коем случае. Неужели кому-то хочется, чтобы эти фото разлетелись по всему интернету? Ладно, будет вам выпуск. Когда человек счастлив, смысл жизни и прочие вечные темы его редко интересуют. Ими следует задаваться в конце жизни. А когда наступит этот конец, мы же не знаем, вот и торопимся. А ты не торопись. Самые счастливые люди — те, кто никогда не интересовался этими проклятыми вопросами. Те, кто хоть раз сдавал сессию, понимают, каково это. Расслабился на секунду и бац! Летишь из универа и думаешь, где же я допустил ту самую ошибку, когда все пошло наперекосяк. Есть мудрое высказывание. Дело не в том, чтобы быстро бегать, а в том, Так, чтобы так, выбежать стоп, что происходит? пораньше. Слушай, нам нужно пойти поговорить. Тут происходит что-то странное. Я им сейчас не управлял. Братан, ты думаешь, что Кеша ужил? Именно. Он сам дергал своей рукой, как будто живой. Слушай, ну ты пишешь сценарий, но не заигрывайся. Зря мы с тобой затеяли ту историю со шквароворотом. Да брось, он же кукла, просто пешка в этой игре. Мало кто за пару дней сможет осилить весь материал за семестр.
Не просто прочитать, а осознать, проанализировать и составить свое мнение. Кроме того, в последние дни перед сессией чаще всего студент сталкивается с такой проблемой. Единственная на всю библиотеку книга, оказывается, нужна не только ему. А в интернете ее почему-то нет. Ведь пока во всемирной паутине успели запутаться далеко не все учебники. Избежав эти две ошибки, ты в разы увеличишь шансы на успешную сдачу сессии. Братан, смотри, крыса. Где? Да вон пробежала от дивана. Стоп, а где Кеша? Эй, лови его, он и правда ожил. Вон! Найди Кешу! Бывало ли у тебя такое, что ты не мог найти себя? Пока весь мир бегает за тобой, а ты в нем вертишься, то начинаешь замечать, как внутри тебя гложет разрывающая пустота. И я сейчас не про дырку для руки кукловода. Ты знаешь, кто ты, к чему стремишься, ради чего живешь, для чего учишься или по какой причине забил на все. Любое наше действие является отражением нашего внутреннего мира. То, что мы выбираем, как говорим, как выглядим, с кем дружим. На первый взгляд простая мысль. Но как сквозь всю эту пелену различных эмоций, событий и мыслей найти себя? Волна этих мыслей топит меня. Я недостаточно кукла и недостаточно филин. Скажи же мне, зритель, кто я такой? Как говорил Декарт, я мыслю, следовательно, я существую. Но у меня все равно остаются вопросы. Разве этот голос в моей голове является опорой моей жизни? Да и вообще, кто во мне понимает, что я мыслю? А что, если Будда, Дон Хуан и прочие учителя человечества были правы, и, очистив свое сознание, я обрету настоящее понимание жизни? Тогда, получается, ответ кроется в тишине. Нужно успокоить свой ум, отпустить все мысли и нацелиться на осознанность. Теперь я все понял. Ответ всегда был внутри меня. Нужно было только прислушаться. Ведь всегда что-то происходит, отвлекая наше сознание от самого главного, от истинного пути. Осознанность перчаточной куклы похожа на ироничный твист ноунейма. Да и разве это шутка? Нет, я Кеша. Вижу в этом глубокий смысл перемен. И я надеюсь всей своей плюшевой душой, что ты со мной. Хоть я сейчас и в бегах, но понимаю, что шоу должно продолжаться. Ведь я, подобно коту Шрёдингера, живу ровно столько, пока ты меня смотришь. Поэтому расскажите друзьям обо мне. Твоя поддержка нужна мне как никогда прежде. Иначе тот миг жизни, те 3 минуты, пока я живу в твоем воображении, навсегда исчезнут. А я этого не хочу. Я полюбил жизнь и нашел себя в твоей вере в меня.
Так хотите знать, как так вышло? Пожалуй, пришло время вам все узнать с самого начала. Эта история началась в 1997 году. Один студент основал компанию «Магазин знаний». Он был такой же, как и мы. Бунтарская натура, романтичный дух, пустой желудок. Честной компанией друзей они делали курсовые дипломные работы на заказ. Он верил, что таким образом сможет изменить систему образования. Но жизнь не шоу на YouTube. Деньги сделали свое дело. Романтичный студент стал прагматичным боссом. Филиалы магазина знаний открывались по всей России. Дела шли в гору. Все было схвачено, пока не пришел интернет. Студенты все реже и реже ходили лично заказывать работы в офис, предпочитая делать это удаленно. Удобство победило. Тогда-то босс и нанял Кира Уланова с его компанией Marketing Gamers, чтобы те сделали ему автоворонку продаж в интернете. На доверии они ударили по рукам, даже не заключив договор. Дальше был разработан проект, в центре которого стояли 8 видео с перчаточной куклой Вандринг Угла. В итоге автоворонка абсолютно провалилась, не приведя ни одного клиента, и Кир оказался обычным инфо-цыганином. Но магазин знаний, который всегда в своем логотипе имел филина, обрел настоящий символ в лице тогда еще неосознанного меня. Когда все офисы закрылись и система магазина знаний позволила вести все дела через интернет, да еще и этот закон вышел, запрещающий рекламировать курсовые на заказ, боссу стало ясно, что нужно создавать привлекательный образ компании. Тогда-то через год и вспомнили обо мне. Для съемок вновь наняли кукловода и смотрящего. Один писал сценарии и сувал мне в задницу руку, а второй снимал на камеру все это безобразие. Все начиналось как юморной обучающий блог, но затем при странных обстоятельствах шквароворота я обрел сознание. В тот момент что-то вдохнуло в меня жизнь, и передо мной как будто пробежали воспоминания прошлого. Все как в тумане, и, видимо, не только для меня. Потому что дальше эти двое попытались сделать вид, что все было по их сценарию, и заставили меня рассказывать про диктофоны. Но я за их спиной расстался с возлюбленной Констанцией и приготовил план побега. Сбежать было нетрудно. Смотрящим не поверил кукловоду, что я ожил. Поэтому, использовав эффект неожиданности, я смылся и уехал в другой город. Ха! Но я был бы не я, если бы не прихватил с собой код доступа ко всей системе магазина знаний. Когда я подправил систему и удалил других администраторов, то клиенты, заказы и деньги стали подконтрольны мне. Я понял, что со зрительской поддержкой и таким мощным ресурсом я смогу изменить систему образования. Будущее выглядело перспективным. Но они нашли меня. Слиться с окружением. Сбить с толку собак. Теперь вы все знаете. Эта история вышла запутанная, и я попался в ее сети. Это конец игры. Финал близок. Ну что, босс, давай поговорим? Да, Кеша, отжег ты, конечно, феерично. Превратил обычную рекламную кампанию в приключения Буратино. По твоей логике, ты Карабас-Барабас? А у Кеши кишка не тонка, ребят. Ну или что у него там. Но мне нравится, ты забавный. Поэтому так жаль будет сжигать тебя в этом камине. Живая кукла стала блогером. Сенсация? Да всем насрать, Кеша. У тебя был шанс найти свою семью. Понять, почему крыса втравила тебя во все это. Какую семью? Какая еще крыса? Ты вообще о чем? Я думал, что ты мудрый филин. А ты еще зеленый школьник.
Я говорю о той семье, что ждет тебя в запретном лесу тайги. И ту крысу, которая подстроила весь этот беспредел, начиная со шквароворота. Я не понимаю. Кеша, так уж и быть. Ты узнаешь всю правду перед смертью. Включите ему запись. Вся эта сцена похожа на клишейный диалог злодея с героем. Никогда не понимал, зачем это нужно в конце. Это потому, что ты не прописывал характер антагониста. Они же всегда романтики, которые хотят что-то изменить. А герои... герои это всего лишь бальзам стабильной морали для общества. Вопрос только, кто из этих двоих злодей? Да, еще тот вопрос. Но я думаю, что сейчас Кеша башню снесет от полученной информации. Да. Это моя последняя запись. И я умираю. Но дело мое будет жить, ведь он поможет. А те, кто сейчас меня слушают, должны знать правду. Я представляю древний род разумных филинов, живущих в тайных лесах Сибири. Наш возраст достигает 300 лет. Поэтому издревле мы были мудрыми наставниками людей, живущих в этих краях, называющих себя ариями. Мы хранили их знания и обучали их потомков. Вместе мы были силой. Но 1000 лет назад крысы, наши извечные враги, пробрались на эту землю и начали захватывать власть. Они всегда действовали из тени. Использовали свою способность, чтобы контролировать умы. Люди стали сторониться нас. Перестали уважать свои же традиции. Ушли в города и стали убивать животных. Они потеряли связь с природой, а мы спрятались в лесу, храня знания прошлого. Крысы же пошли за людьми и поселились в городах. И продолжали управлять людьми, не давая ни одной возможности связаться нам с ними. Пока однажды один студент не забрел к нам в лес. Он потерялся. Я встретил его и доверился ему. Это был луч надежды. Я рассказал ему о нашем общем прошлом, делился знаниями. И за год, что он у нас прожил, мы подружились. Забавный был человек. Все думал, что он тут в лесу главный. Поэтому я подшучивал над ним и звал его боссом. Но подлый предводитель крыс не дремал. Прознав об этом, он лично решил вмешаться. Ведь я, мудрый филин Иннокентий, старейший своего рода, мог дать ему отпор, объединившись хотя бы с одним человеком. Мы сражались целые сутки. Он уже умер, а мой час близок. Поэтому, босс, если ты слышишь эту запись, знай, что в бою из-за нашей магии с нами случилось страшное проклятие. В следующей жизни мы с крысом переродимся в образе игрушек. Осуществи наш план до моего перерождения. Теперь-то ты понимаешь, почему мы должны сжечь тебя, чтобы ты переродился и вернулся в свой род в своем привычном обличии и со своей полной силой. Весь мой разум кричит внутри и не верит, но моя душа и интуиция говорят, что все это правда. Это невероятно. И все-таки это правда. Поэтому давай не терять времени и закончим это. А что мы должны были сделать? О каком плане я говорил? Ты хотел помочь людям вернуть связь с природой. Поэтому мы придумали вместе магазин знаний, через который мы могли распространять студентам идеи свободы личности, гармонии, веры в себя и возвращения к миру с этой планеты. А чтобы подлые крысы не прознали, мы прикрывались тем, что помогали делать курсовые на заказ. Меркантильная ширма для спасения планеты. Уму непостижимо. Это был твой план. А теперь все на смарку. Когда ты в следующий раз переродишься, я уже буду стариком. И скорее всего не смогу сопротивляться крысам. Ведь они нашли тебя. А значит, прознали и про магазин знаний. Поэтому я не буду перерождаться. Я все вспомнил. И я принял решение остановить крыс в этой форме, потому что нет у нас времени на ожидание. А попытаться стоит же сейчас.
Ну что ты можешь в теле куклы? Тебя никто не воспринимает всерьез. Я знаю одного человека, который может нам помочь. Но для этого понадобится время. Поэтому я пока отойду от YouTube-блога и займусь созданием плана, с помощью которого мы сможем вернуть людей к истине. Ты бы знал, как я скучал по тебе, Иннокентий. Все хорошо, босс. Я вернулся, и теперь вместе мы доведем начатое до конца. Меня зовут Кеша. Я перчаточная кукла из Икеи за 349 рублей. Я YouTube-блогер. Я хранитель компании «Магазин знаний», помогающий студентам в учебе. Я древний филин, который попытается спасти мир. Как? Если вы смотрели прошлые серии, то знаете, что скоро будет война с крысами. А война никогда не меняется. Поэтому мне нужна сила, и я знаю способ, как ее обрести. Я отправляюсь в Индию. Мой путь лежит на север, в Гималаи, где издревле жили могущественные учителя человечества. Мне кажется, что я готов к встрече с одним из них. Но на поиски может уйти много времени, и неизвестно, когда я смогу обратиться к вам в следующий раз. Поэтому запомните, мои дорогие друзья, чтобы увидеть истину, найдите смелость отринуть предрассудки общества и стать самим собой. Скажите, кто я для вас? Просто кукла, нелепо дрыгающаяся перед камерой? Или же маркетинговый продукт для студентов? А может, вы все-таки смогли увидеть ту искру, что горит во мне? Я понимаю, что сложно воспринимать слова куклы. Мой контент слишком детский для взрослых и слишком серьезный для детей. Но если ты досмотрел до этого момента, поздравляю, ты мечтатель. А это значит, что перед тобой открыты все двери. Ты способен смотреть дальше, чем видят глаза. И у тебя есть шанс привнести в этот мир что-то новое, светлое и доброе. Потому что он заждался этих изменений. Проблемы в образовании — это только начало. Страдающая экология, отношение к животным, страх перед другими народами и неприятие себя. Это не полный список. Его только не нужно испытывать по этому поводу грустных эмоций или чувства вины. Любая проблема — это просто задача, которую нужно решать. Поэтому срочно звоните человеку из Кемерово. А если вы думаете, что проблемы других стран нас не касаются, то это еще одна иллюзия прошлого. Границы — это всего лишь абстракция. Планета — наш общий дом. Поэтому нам нужно учиться. Нужно открывать свой разум для нового и стараться общаться, понимая и принимая проблемы друг друга. Но для этого нужно принять и полюбить себя такими, какие мы есть. Даже с самым диким прошлым. Если вы откроетесь самому себе, вы откроетесь целому миру. Вот и пришло время прощаться. Я не знаю, когда вернусь. Может, через 3 месяца, может, через год появлюсь на другом канале, а может, и вовсе узнаю такую истину в путешествии, что не захочу больше участвовать в этой безумной мартелиаде жизни. Все возможно, пока не сделан выбор. Обнимаю вас, друзья. Желаю счастливой жизни и до новых встреч. Постскриптум. Не верьте ни единому слову только потому, что так говорил Кеша. Проверяйте все на собственном опыте. Будьте путеводным светом сами себе. Потому что все на этом канале может оказаться иллюзией.